Здравствуйте, меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами рассмотрим темы для личного блога. Блоги– это как раз то направление, из которого вырос WordPress. То есть изначально этот движок создавался именно для блогерства, для авторов, которые не сильно заморачивались с внешним видом и которым нужно было просто открыть редактор, написать заголовок темы, какой-то текст и добавить, допустим, какую-то картинку. WordPress давал быстрый и удобный функционал для этого. Со временем движок стал более мощным инструментом и теперь поддерживает на высоком уровне качества и другие направления сайтов. Сейчас же чистые личные блоги крайне редко встречаются. Зачастую это какие-то справочники рецептов, медицинские или физкультурные блоги. Или же сайты, позволяющие посмотреть на различные путешествия, но также бывают и исключения. Зачастую в качестве заказов вам будут поступать не чистые блоги, как, допустим, вот этот пример, блог о еде, а именно страницы блога. То есть, допустим, у какой-то крупной компании есть авторы, которые ведут свой блог и рассказывают о продукте и взаимосвязанных с ними вещами. Вот для таких вещей и будут использоваться зачастую блоги. Ну, сейчас же мы рассмотрим некоторые блоги бесплатные, которые предоставляют, ну, темы для блогов, которые предоставляет нам WordPress. И рассмотрим, конечно же, платные темы. Начнем с бесплатных. Мы заходим на WordPress.org и в строку критерии вводим блог. Также мы можем здесь различные наши дополнения ввести. В данном случае мне это не нужно. Принимаем, и вот она у нас страница, которые есть различные блоги. Давайте посмотрим немножечко поподробнее. Здесь все как всегда, мы можем посмотреть превью. И где-то здесь зачастую у нас есть ссылка на демо-версию. Здесь, к сожалению, ее нет. Ну и вот таким образом она будет выглядеть изначально. То есть не самый красивый блок, наверное. Давайте что-нибудь еще рассмотрим. Я выбрала из всех тем вот эту. Она отлично смотрится, это отличный блог для еды. И здесь пишется, что это тема от вот такой компании, которая нам предлагает множество различных тем. Как видно, постоянно у нее большое количество скачиваний. Ну, давайте посмотрим превью или начальную страницу. Вот здесь мы можем посмотреть. Смотрим, что есть бесплатная и платная версия. Конечно же, понятно, чем они отличаются. Здесь все это прописано. Так, это мы закроем. Ну, в принципе, бесплатная версия довольно функциональна все равно. Есть несколько в этой теме используется плагинов дополнительных, так что надо учитывать, что ваш сайт будет довольно долго грузиться. Ну и, конечно же, давайте рассмотрим непосредственно ту тему, которую я выбрала. Вот она так выглядит. Мы можем посмотреть демо и посмотреть на документацию. Давайте начнем с документации. Здесь есть самое начало работы и дальнейшие уже вопросики, которые часто задаются. Как активировать, как установить и так далее. К сожалению, не нашла здесь о том, как поставить демо-версию сайта. Ну, может быть, в дальнейшем она появится. Итак, посмотрим на демо-версию. Здесь у нас представлены несколько версий. Мы здесь можем выбрать их. Допустим, вот эта, которая изначальная страница на непосредственно всей нашей
превью мы можем купить какие-то темы, можем узнать о них поподробнее. Допустим, посмотреть вот, давайте эту тему. Это, наверное, личный блог, в котором человек просто рассказывает о себе и своей жизни. Ну, здесь есть еще шопинг, да, магазины, вот его личный блог. Ну, то есть это самый стандартный личный блог. Сейчас такие уже не используются. Используются чаще всего личные блоги как вот такие, связанные с какими-то определенными темами. То есть больше к тематическим блогам. То есть здесь у нас представлен сайт рецептов. Мы можем посмотреть какие-то рецепты, прочитать. Также здесь очень удобно, что есть какие-то категории, ключи. Все страницы у нас здесь доступны. Инстаграм также выставлен. Снизу просьба, скажем так, купить, призыв. Снова Инстаграм и какой-то подвальчик. Давайте посмотрим сюда, какие у нас есть темы. И посмотрим на конкретный пост. Да. То есть снова же категория у нас. Снова остаются дополнительные посты. И, конечно же, основная информация о том, как готовить. Здесь очень удобный калькулятор. Это правда удобно для сайтов с готовкой. Отличная тема сделана, с видео даже. И калории очень удобно и красиво. Так, а теперь, пожалуй, перейдем в Wanto Elements, где мы посмотрим платные темы для блогов. Конечно же, их довольно много, но все они доступны только по подписке на Evanto. Зачастую она платная, иногда бывают всякие акции, но здесь сказано как минимум, что содержит эта тема. То есть WooCommerce здесь установлен, то есть это какой-то небольшой магазин идет, помимо блога. Различные довольно интересные темы. Ну, мы, наверное, остановимся на WordBlog, который нам предоставляет множество очень интересных и красивых тем. Вот и свадебные нам, и какая-то фотогалерея. Здесь много из них можно отнести к портфолио. И давайте снова рассмотрим что-то связанное с едой, чтобы уже было с чем сравнивать. Вот такой вот сайт. Здесь изначально меню снизу, но как только мы спускаемся вниз, оно у нас появляется довольно приятный логотип, конечно же, боковые панели и стрелочка наверх. Все это кликабельно, можно перейти на разные страницы. Ну, конечно, вот эта вот иконочка загрузки все равно увеличивает нашу загрузку. Здесь все еще авторство идет. О нем мы, кстати, поговорим попозже. И какие-то заметочки тут, ну и контактная форма. Инстаграм предлагает. Давайте еще посмотрим на начальную страницу. Да, здесь предлагаются помимо слайдера с самыми популярными, наверное, рецептами или продуктами, нам предлагают дальше другие различные продукты. Можно читать дальше, и вот снова еще какие-то категории. Отлично сделано то, что ничего не повторяется. Справа все понятно, популярные, по тегам можно посмотреть. Конечно же, есть поиск, если необходимо это. Давайте посмотрим на какую-то. Скорее всего, это сверху категории вынесены. Да, категории. В таких сайтах довольно удобно это делать.
А, Следующее рассмотрим тему вот такую. Это тоже наша тема для ведения блога. Здесь зачастую travel блоги. Можно, как видите, вставить и видео, и фотографию. То есть здесь есть какие-то теги снова, даты. Интересно. Сама страница выглядит вроде бы довольно приятно. То есть с очень интересным шрифтом. Действительно погружает в атмосферу этих путешествий. Ну и здесь вот читать подобные. Очень удобно ставить именно подобные темы, когда человек ищет, допустим, вот здесь был лес, да, если здесь лес, то довольно удобно будет здесь поставить какие-то схожие тематики, допустим, там тайга, какие-то еще другие, связанные с лесом. Ну, комментарии, конечно же, просят комментарии вот так оставить, то есть небольшая форма регистрации есть. И, конечно же, футер. А, И теперь, когда мы рассмотрели несколько тем, давайте посмотрим, что мы можем, скажем так, изменить. Я сейчас скачала вот эту тему, немножечко оформила, ничего особо не делала. То есть я добавила 2 статьи, вот они у нас, и начальную страницу. Здесь, конечно, можно добавить Инстаграм, и какой-то футер можно изменять. Давайте посмотрим, что нам предлагается. Конечно же, я установила все плагины, которые требуются, что довольно сильно уменьшают быстродействие нашего сайта. Если без каких-то можно обойтись, то это было бы даже лучше. Здесь вот есть ссылка на документацию и демо-сайт. Конечно же, много есть глобальных настроек, сразу же SEO, сразу же Instagram настройки. И какие-то наши футеры, вот эти вот, тоже сюда можно, допустим, поставить архив. Здесь он появится позже. Да, вот он появился. Ну, это все функционал типичного конструктора. Где-то здесь еще был стили. Да, вот у нас стили еще. И изменение домашних страниц. Допустим, мы можем шапку сайта сделать немножечко другой, с поиском. Здесь можно поставить, допустим, иконки, Инстаграм, Твиттер и так далее. Ну, это, мне кажется, более лаконично звучит и выглядит. Продолжим теперь смотреть. У нас здесь установлено довольно много плагинов. Так, большинство из этих плагинов нужны именно для нашей темы, кроме там Elementor и Evanto Elements. Допустим, вот рецепты. Где этот плагин? Да. Давайте посмотрим на нее. То есть вот такой интересный у нас плагин, где можно с легкостью добавлять наши рецепты, чтобы они выглядели все в одном стиле. Посмотрим его в действии. Сейчас мы сильно не будем в это вникать. Не так уж часто приходится добавлять рецепты. По крайней мере, людям, которые будут работать на фрилансе, зачастую это надо установить плагин и объяснить, как он работает. Либо, если вы действительно собираетесь поддерживать сайт, то вы, конечно, сами разберетесь с легкостью с помощью документации, которая у нас имеется. Здесь можно добавить галерею какую-то, размеры, калории и так далее. И какие-то дополнительную информацию. Также мы можем редактировать наши рецепты.
Но сейчас мы этим, конечно же, заниматься не будем, потому что это довольно специфическая тема. Посмотрим, что у нас тут еще появилось. Да, это социал-фид. Здесь вот он мне ругался, что я его не запомнила. Он рекомендует мне Инстаграм заполнить также. В данный момент мы этим не будем заниматься. Итак, мы на этом уроке рассмотрели некоторые темы для блога, определились, какие блоги сейчас читаются, и рассмотрели установку одного из блогов. Также хотелось добавить, что в блогах основное это не страницы, а посты. Об этом, конечно же, не стоит забывать, то есть именно они и котируются. Да, и забыли рассмотреть, как выглядит конкретная страница блога. Вот, буквально добавила только 2 поста. Здесь можно перелистнуть. Здесь у нас самый последний пост, и здесь будет выставляться, скажем так, посты, которые были немножечко ниже в запросах. Вот так вот он выглядит. Предлагает нам посмотреть другие посты. Можно настроить также, чтобы они были разные. И для кого раздражает вот подобные ссылки, мы можем, если это предусмотрено через административную панель, это сделать. Или можем через категории. Здесь у нас это категория no name. Где-то был админ, вот, да. Админ. Класс. Так, да, админ. Вот этот класс. Давайте мы его скопируем. Перейдем в стили и напишем небольшой код. Класс у нас пишется через точку. И мы напишем, что display none. И, конечно же, укажем, что это для нас важно. Давайте сохраним. И посмотрим, изменилось ли что. Да, у нас нет теперь отдельного пункта для админа. Таким же образом можно и полностью скрыть, допустим, названия, постоянные названия администраторов, которые эти посты добавляют. Вот здесь вот их тоже нет теперь. Но на этом мы наш урок заканчиваем. До следующего урока.